Фарерские острова. Все еще малоизвестное и не попсовое направление среди путешественников. Но зато те, кто там был, либо мечтает туда попасть, считаются настоящими гурманами путешествий. Если вы еще не мечтаете поехать на Фарерские острова, этот фильм для вас. Ну, а те, кто уже был на Фарерах, наверняка проникнутся ностальгией по этим фантастическим местам. Фарерские острова очень напоминают Исландию, но в то же время очень от нее отличаются. Если Исландия вширь, то Фарерские острова ввысь. Такие маленькие на карте, но такие большие в реальности. Пока не добившиеся формальной независимости, но гордые и величественные. Их горы, сформировавшиеся в огромные фьорды, внушают трепет и сжимают тебя до размера муравья, маленькой песчинки, возжелавшей соприкоснуться с величием этих мест. Если вы хотите отправиться на Фареры в составе группы, в описании под видео я оставил для вас ссылку на ребят, с которыми ездил я. Ну а если вы хотите исследовать Фареры самостоятельно, в описании я также оставил ссылку на маршрут нашего путешествия. Желаю приятного просмотра. Вы когда-нибудь смотрели на наш мир сквозь каплю? Символично, что первые мои кадры с Фарерских островов стали именно такими. Ведь капли были нашими постоянными спутниками, проявляясь в виде дождя, тумана, брызг океана либо мороси. А иногда и заполняя до краев глаза. Знаете, говорят, запахи сильнее всего пробуждают воспоминания. Фарерские острова подарили мне такой запах. С первым шагом из самолета. Это был воздух. Воздух, которым невозможно надышаться. Очень соленый и кристально чистый. Признаться, я не думал, что после Исландии так быстро вернусь в подобный климат. Хотя Фарерские острова стояли довольно высоко в списке моих стран к посещению. Но в феврале со мной связался Виталик Махновец из Friendly Travel и пригласил бесплатно присоединиться к их туру на Фареры в обмен на видеоотчет с путешествия. И вот я в компании 11 незнакомых мне людей собираюсь за 6 дней объездить все Фарерские острова. Тот еще челлендж для интроверта. Примечательно, что все люди из нашей группы либо заядлые путешественники, либо ребята с хорошим образованием, знающие по несколько языков. Мне кажется, это яркая характеристика большинства людей, интересующихся Фарерскими островами. В первый же день путешествия нам предстояло одолеть 2 хайкинг-трека. На Фарерах, в принципе, чтобы что-то посмотреть, нужно сначала до этого чего-то дойти. И зачастую идти придется в гору. Но в конце вас всегда ожидает достойная награда. Якщо чесно, то це особисто для мене найкрутіша локація. Взагалі на всіх островах. Але прям куди? По всіх островах взагалі? На всіх Фарерських островах, якщо буде точніше. Слухай, ну ти зараз загнав планку просто до неба, знаєш? Це просто, щоб у вас не було очікувань надалі, а потім буде краще і краще, якщо чесно.
Завершали мы наш день подъемом на самую высокую точку Фарерских островов – гору Слатаратиндур. Но сначала устроили обед у подножья. Обедали мы всегда походной едой на природе, зачастую в какой-то красивой локации. Очень рекомендую вам именно такой тип питания на Фарерах. Это выгодно с точки зрения и финансов, и логистики. Фарерские острова во всем безопасны для путешественников, кроме одного – пропастей. К одной из них лежал наш сегодняшний путь – на остров Суворой. Но об этом чуть позже, ведь до парома еще несколько часов, и можно успеть заглянуть в деревушку с самым старым деревянным домом в Европе. Вот уже более 900 лет он служит жилищем для семьи Патурсон. Вряд ли кто-то посоревнуется с фарерцами в плане семейных ценностей. 17 поколений этой семьи бессменно жили в этом доме, и традиция продолжается до сих пор. Итак, Суворой – самый южный из Фарерских островов. Добраться туда можно только на пароме с машиной. При желании за один день можно объездить все лучшие места этого острова, но график будет очень плотный. Мы посетили лишь 2 места, остальные я отметил в маршруте на нашем сайте ttravel.me, как и всю необходимую информацию о паромах, ценах, графике отправления, местах отправления и так далее. Ссылка сейчас появится в правом верхнем углу экрана, а также она есть в описании этого видео. Велике, напевно, влізе. Я думаю, це все паром влазить. Якщо не влазить, то нема колі. І, до речі, якщо ти збираєшся їхати на острів Судорой і не хочеш назад повертатися, там залишитись жити своєю машиною, то поки не треба, платиш по дорозі назад. Вигідно. Переїжджайте на Судорой. На пароме есть ресторан-столовая, где можно относительно недорого пообедать. Советую так и поступить, чтобы не тратить время на еду при посещении локаций, поскольку времени у вас будет немного до отправления парома обратно. Также учтите, что качка на воде довольно серьезная, поэтому на всякий случай захватите таблетки от укачивания. Ну что ж, а теперь пришло время показать вам локацию, от которой в прямом смысле захватывает дух.
По пути с этой локации мне посчастливилось заснять немного быта местных фермеров и их верной помощницы. Сразу видно, когда работа приносит удовольствие. Молодец, собачка. Остановка на кофе и мчим к самой южной точке Суворой смотреть на маяк. Ты не убейся вместе с этим бараном. Мама мия! Боже мой! На фоне маяка я зараз піднімусь. Вот ты чувак! Я не могу. Вернулись домой мы почти в полночь. День был довольно изматывающим, несмотря на то, что ходили мы не так уж и много. Долгая дорога всегда сказывается. Но могу точно сказать, что Сувору посетить нужно, и проделанный путь стоит того. Более впечатляющих ущелий в своей жизни я еще не встречал. От них прямо веет величием и опасностью. А ощущение, когда стоишь над пропастью, и от падения тебя одерживает лишь доска шириной в 70 сантиметров, знаете, с одной стороны мост довольно надежен и крепок, а с другой, кто знает, не прогнила ли одна из досок при постоянной влаге. Некоторые из наших ребят отказались переходить. Не уверен, переходил бы я, путешествую я один. Если боитесь высоты, лучше не рискуйте. Если же любите острые ощущения, вам должно понравиться. Несколько лет назад я добавил очередную мечту в свой список. Мне кажется, две вещи, придающие хоть какой-то смысл нашему короткому пребыванию в этом мире, это любовь и мечты. И если хрупкое счастье от первой обрамлено в константе, то вторым застаиваться нельзя. Поэтому, когда выпал шанс эту мечту реализовать, я сразу же им воспользовался. Эта мечта – остров Тинхёльмур. С первого попавшегося на глаза снимка я понял, что должен когда-нибудь увидеть его без посредничества объектива. Чтобы добраться к Тинхёльмур, мы преодолели самый сложный из всех треков на Фарерских островах. Было очень трудно. Но главной проблемой стало то, что с недавних пор туда попасть можно только в составе огромной группы других туристов с местным гидом. И стоит это около 80 евро с человека. Кстати, если не хотите тратить такие деньги, в одной из следующих серий я расскажу о еще одном способе увидеть эту локацию. Атмосфера из-за других туристов, конечно, потерялась, но я, как видеограф, все равно очень рад, что мы решились на этот трек. Кадры получились действительно хорошие. А самое главное, что по пути обратно я заметил на берегу соседнего фьорда очень красивый водопад. Оказалось, что он никак не помечен на карте, и заметить его можно только по пути с нашего трека. Координаты этого водопада, как и все остальные локации, я отметил в маршруте по Фарерам на нашем сайте TravelMe. К этому водопаду я еще вернусь, а пока хочу рассказать о погоде на Фарерах. Погода здесь меняется не по часам, а по минутам. Здесь считается нормой, когда ты заезжаешь в горный тоннель при грозовом небе и порывах дождя, а выезжаешь к безоблачному небу и обжигающему за полчаса кожу солнцу. Вот сейчас вы видите на экране еще один пример переменчивого характера матушки природы в этих местах. Дождь то шел, то прекращался, а затем буквально за 5 минут нас окутал туман.
Деревушка Госадалур, наверное, самая знаменитая локация на Фарерских островах. Наверняка каждый из вас видел хоть раз фотографию этого места в сети. При этом она чуть ли не самая легкодоступная. Она находится неподалеку от аэропорта, а от парковки до смотровой площадки около 3 минут ходьбы. Даже ленивого Фарерские острова наградят важной частичкой своей красоты. Возвращаемся к секретному водопаду. По пути из Госадалур я попросил свою группу остановиться, чтобы заснять его с коптера. Оглядываясь назад, я понимаю, что это одни из самых важных моих кадров со всей поездки. Очень уж я люблю находить спрятанные жемчужины. Отличный был день. Я наткнулся на сумасшедшей красоты место, о существовании которого не подозревал, а также вычеркнул очередную мечту из своего списка. Правда, список становится все длиннее. И это прекрасно. Утро 4-го дня началось с тумана. Иногда в лучах солнца он казался настолько густым, белым и мягким, что создавалось ощущение, будто ты находишься внутри автомата со сладкой ватой. Прозвучит забавно, но мы ехали купаться. Среди желающих это сделать был и я, но в то утро у меня ухудшилось самочувствие. И весь день я проходил с температурой, поэтому свое знакомство с местными водами я отложил на пару дней вперед. Кстати, плавать мы собирались в очень красивом месте. Прикольно, песок все плотно лежит, ни камней никаких вообще ничего нету, да, это? О. Знаете, как называется самый большой водопад на Фарерах? Фоса. Жители Закарпатской области в Украине наверняка оценили бы это название, ведь в их словаре есть похожее слово – «фосо», что означает «круто», «прекрасно» и так далее. Мне кажется, это слово полностью соответствует названию.
Конечно, Фареры — это в основном про природу. Но столицу Фарерских островов, городок Торсхавен, на полдня стоит посетить. Поверьте, за 3 часа вы успеете осмотреть все достопримечательности, их тут не очень много, но они максимально колоритные. Да и в принципе в городке приятная атмосфера. Кстати, если уж сравнивать, то Торсхавен мне понравился больше, чем Рейкьявик в Исландии. С точки зрения количества локаций, это был самый насыщенный день, потому что под вечер мы поехали в еще одно место, которое меня больше всех поразило в плане ожиданий. Очередная деревушка, думал я. Только вот к деревушке ведет невероятно живописная долина, едешь ты вдоль рек и озер, с двух сторон горные пейзажи, а сама деревня в конце смотрит на полузатопленную равнину, уходящую аж до океана. Шикарное место, только вот люди здесь совсем не рады туристам. Местный фермер настолько враждебно настроен, что организаторы нашей поездки на опыте решили взять гостинцев, задобрить, так сказать, землевладельца. Сало, водочка. Мы не могли не подружиться. Но не судьба. Фермера мы так и не встретили, да еще и стаканчики забыли. Поэтому пришлось пить из ложек. Будьмо! Вообще, я Фареры запомню не только за природу, но и за людей. Было максимально смешно и максимально ненапряжно. А теперь замолкаю. Любуйтесь красотой.
Сегодня я расскажу вам об острове Миченес. Это очень живописный остров, на котором проживает всего 11 человек и обитают тысячи тупиков и чаек. А на обратном пути с Миченес вы будете проплывать мимо острова Тинхёльмер и арки Дрангарнир. Помните, в 3-й серии я обещал рассказать, как увидеть эти локации без оплаты 80 евро с человека. Собственно, тур на остров Миченес и является этим способом. Стоит он около 16 евро с человека, и вот какие сокровища вы получите за столь небольшую сумму. По прибытию в гавань Миченеса тебя буквально оглушает крик чаек. Гнетущая атмосфера, но затем ты поднимаешься к молчаливым тупикам.
Любоваться тупиками можно часами. Да и сам Миченес очень живописен. Но он оставляет после себя терпкое послевкусие одиночества и безумия. Не представляю, как здесь осели эти 10 человек, какие черты характера нужны для такого. Я бы точно не смог здесь остаться. Птицам здесь уютнее, чем людям. О последних 2 днях путешествия не хочется много говорить. Просто наслаждайтесь этой красотой, она все скажет за себя. Сейчас я прерву тишину и объясню, почему у Виталика насквозь промокшие шорты. Решение искупаться было спонтанным. У нас не было ни полотенец, ни плавок, поэтому одеваться пришлось на мокрое тело. Но оно того однозначно стоило. Вы обязаны искупаться на Ферерах. Ну и напоследок еще одна визитная карточка Ферерских островов. Замолкаю.